Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Те, кто следит за моим каналом, знают, наверное, что я обещала разобрать еще одну шапочку из коллекции Брунелло Кучинелли этого сезона, но мужскую. Вот такую шапочку нам предлагают связать в этом сезоне модельеры дома Брунелло Кучинелли. Значит, вяжется она тоже резиночкой 2 на 2. Вот у нее получается вот такая макушечка. Вот посмотрите, что у меня получилось. И сейчас я вам поставлю фотку, вы посмотрите, что есть на оригинале, да? Вот вы можете сравнить. Что еще? Вот мне показалось, что вот этот край, наборный край, он сделал, я набирала итальянским способом без дополнительной нитки. Но когда вы переходите на вязание после полурезинки на резинку 2 на 2, здесь, мне кажется, они не меняли петли местами, а сразу перешли на резинку 2 на 2. И поэтому получился вот такой небольшой кантик. И мне кажется, для мужской шапки это довольно симпатично получается. Значит, я сейчас просто эту шапочку заполнила. Значит, вот так она выглядит. Она у меня, правда, еще не стирана. Мы сейчас свяжем с вами вторую вместе, и я тогда обе шапочки вместе постираю. Значит, что еще? Вязала я эту шапочку, значит, из таких вот ниточек. Это, значит, у меня здесь в 50 граммах 210 метров. И 75% шерсти и 25% полиамида. Вязала я в 2 ниточки. Если кто-то помнит мою шапочку женскую, они связаны из таких же ниток. Вот я к чему это говорю, что все спрашивают, почему какое-то определенное количество петель. Ну вот так и есть. Когда вы берете узор какой-то, вы же не спрашиваете, почему раппорт узора именно такое количество петель. Тут в данном случае вот эта резинка, вот у нее раппорт. Эта шапочка. Раппорт вот этого так называемого узора, который вот идет вот спуск. Вот раппорт здесь 28 петель. В женской шапочке был раппорт 32 петли. Если умножаете на 4, значит получается мужская шапочка на 112 петель. А женская шапочка получается уже на 128 петель. И вы должны только плотность вязания регулировать за счет спиц. Берете потолще или потоньше, и у вас получится тогда нужная плотность вязания, да? Вот в данном случае плотность вязания у меня здесь должна быть, вот я рассчитала на примерно на 58 сантиметров окружность, так как это мужская шапочка, да, 112 петель. Значит, 10 сантиметров примерно 19,3 петли, или в 1 сантиметре 1,93. Значит, я попробовала вязать, и, значит, у меня получилась такая плотность при вязании спицами 4 миллиметра. Значит, набираю петли спицами 3,5 миллиметра, а основное вязание происходит спицами 4 миллиметра. Вот, и поэтому, значит, вот эта шапочка связана из этих ниток из этой пряжи в 2 ниточки. Вместе с вами будем вязать сейчас вот из такой пряжи. Здесь сразу же идет в 100 граммах 200 метров, да? Значит, или 2 таких, или 1 такой. И вот посмотрите, плотность, то есть толщина у нитки разная, но за счет спиц мы сейчас с вами сделаем. Значит, вот этот я начинала вязать образец, у меня получается та же плотность вязания. Поэтому мы сейчас вместе свяжем вторую шапочку и вот из такой уже пряжи. Значит, набор петель. Чтобы набрать петли, я как сказала, мы будем набирать итальянским набором петель без дополнительной ниточки. Нам надо набрать будет 112 петель и 1 петелька для замыкания петель в круг. Значит, что я делаю? Я всегда использую вот такую дополнительную спицу длинную. Я уже рассказывала, но может кто не видел, еще раз повторю. Такой же плотности 3,5 миллиметра, как у меня спицы для набора резиночки. И как мы делаем? Вот я беру свою нитку. И, значит, чтобы набрать мне 112 петель, я условно беру, что 112 петель это 1,22 м. Да, вот как бы сейчас запишем так, это у меня 1,22 м. Делим на 4, это получается, 30. И прибавляю как бы 30 сантиметров, 30, получается 1,52 м. Значит, условно вот этот хвостик, чтобы хватило мне для набора 112 петель, этот хвостик у меня должен оставаться 1,52 м.
50. Вот я сейчас отмерю рулеточкой. 1,50 м. Здесь у меня 1,50 м получается. Берем нашу спицу, которую я буду набирать. И вот смотрите, вот так я кладу ниточку. Вот это хвостик идет край. Второй, который на указательном пальце, идет к моему клубочку. И как мы делаем? Значит, я беру спицу, вставляю вот так вот и делаю поворот. Вот это у меня уже одна петля. Дальше берем от большого пальца под нитку большого пальца раз, сверху нитки, которые на указательной, и под нее, и вот одна петля. То есть у нас уже две. Вторая петля наоборот, за нитку, которая на указательном пальце, сверху нитки, которые на большом пальце, 3 петли. Опять отсюда раз, два, 4, 5, 5 петель, 5, 6 от большого пальца под ниточку, захватываем нитку от указательного пальца, опять под большой, так, и теперь от указательного заводим за нитку вот большого пальца. Итак, и вот у меня уже на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Мне надо, я сказала, 113, чтобы было. Значит, я наберу 112, а последнюю 113, то вы тоже так же сделаете. Последнюю 113 петлю мы наберем просто вот самый обыкновенный способ, вот так вот, да, чтобы закрепить наш наборный ряд. Это я вам просто показать. Значит, давайте мы сейчас с вами набираем 112 петель, чтобы была же на спице, и последнюю мы вот так вот закрепим. Ну вот смотрите, я набрала свое количество петель. Значит, дальше что мы делаем? Я беру, значит, спицы, которыми я буду вязать начало, да? Значит, и смотрю, вот первая петля у меня, это которую было мы набирали обычным способом. Следующая, вот посмотрите, она похожа, видно, она как бы лицевая петля. Видите, она как бы, вот видно, что она такая, как лицевая. Значит, вот эту мы сейчас свяжем изнаночной первую. Потому что у нас идет 1 на 1. И причем вот первую мы все-таки свяжем, провяжем, чтобы закрепить нашу ниточку. Первую петельку мы провязали изнаночной петлей. И теперь дальше мы смотрим. Вот у нас похоже на лицевую, мы вяжем лицевой. Следующее, на изнаночную мы снимаем ниточку перед работой. Потом лицевая, изнаночная, ниточка перед работой. Лицевая, изнаночная, нитка перед работой. Лицевая, изнаночная, нитка перед работой. Лицевая, изнаночная, нитка перед работой, да? И мы должны посчитать, сколько мы петель провяжем. Мы должны провязать ровно половину. 112 пополам, это будет 56 петель, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значит, я сейчас должна провязать 56 петель. И вы тоже это сделаете. Вот 56 петель я провязала, я закончила на лицевой. Значит, я теперь вот эту спицу вытащу. И как бы подготовка сразу вязать способом Magic Loop. Я делю сразу количество петель пополам. И продолжаем дальше. Да? Вот у меня идет следующая как бы изнаночная. Опять нитка перед работой, я ее снимаю. Опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная нитка перед работой, лицевая, изнаночная нитка перед работой. И так мы вяжем до конца ряда. Единственное, что мы последнюю петельку мы не провязываем, мы ее просто переснимаем на правую спицу. Ну вот, смотрите, первый ряд я провязала тоже. Значит, у меня все петельки на спицах. Половинка здесь, половинка здесь, да? Значит, вот эта ниточка у меня идет от клубка. И вы должны проконтролировать внимательно, чтобы вот этот весь внутренний вот как бы кантик, он был везде одинаково, все время внутри, чтобы он нигде у нас
не перевернулся. Вот у меня в данном случае так, да, получилось. Значит, дальше, и мы, если вы помните, мы начинали с изнаночной петли, и здесь у меня закончилось на лицевой. Все как должно быть, так как у нас резиночка, она 1 на 1. Здесь на этой спице у меня есть петля, которую я сказала, вы ее не провязываете, просто переснимите. Вот она у меня здесь последняя. Сейчас я ее снимаю и одеваю как бы на левую спицу. Значит, я ее с правой спицы пересняла на левую спицу, да? И вот теперь через нее, вот она у меня, через нее протяну первую петлю на левой спице. Вот. И сниму, и потом как бы обратно ее одену. Так у нас замкнулось, наши петельки замкнулись в круг. Так, теперь мы, значит, вот эту правую спицу мы можем вытащить, и мы начнем дальше вязать. Здесь у нас, помните, была изнаночная. Значит, сейчас мы изнаночную во втором ряду мы изнаночные петли будем провязывать, а лицевые снимать, и ниточка заработаем. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Итак, мы с вами вяжем второй ряд. Вот, 2 ряда мы связали, у нас получилась полая резинка. Третий ряд мы вяжем уже самой обыкновенной резинкой 1 на 1. Значит, вот изнаночная петля, изнаночная, лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая. Итак, мы вяжем с вами, это уже у нас будет третий ряд до конца. Третий ряд я связала, резинка 1 на 1. И теперь четвертый ряд, последний. Ну, перед тем, как мы начнем вязать наше полотно 2 на 2, мы меняем спицы. Вот я уже поменяла спицу на четверку. И начинаем вязать уже резинка 2 на 2. И так как мне лучше, чтобы вначале у меня было 2 лицевых, здесь у меня изнаночная и лицевая, я просто начинаю здесь с лицевой вязать. Вот у меня будет лицевая, лицевая. Изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. И вот мы в принципе с вами переходим уже на нашу резиночку 2 на 2, и потом будем вязать просто по кругу на ту высоту, которая нам необходимо, да? Вот посмотрите, за счет вот этого перехода вот получится такой кантик, видите, вот он здесь такой симпатичный получится, мне так кажется, да? И потом насчет длины мы будем вязать нашу шапочку на длину до первого сокращения петель, вот здесь. Значит, вот эта шапка у меня связана, значит, длина до первого спуска 22 сантиметра. Но это при том условии, что вот у меня вот эту шапочку я вязала для своего мужа, да, и он просил, чтобы макушка не торчала, чтобы было, ну, плотненько все по голове. Вот посмотрите, как это на снимке получается, да. Для тех, кто любит или хочет, чтобы все-таки макушечка выступала, вот это расстояние до первого припуска можно связать 24-25 сантиметров. Я в данном случае связала 22. В общем, вы смотрите, как вам, что вы хотите, да, подлиннее или покороче. Значит, мы вяжем теперь просто резинкой 2 на 2. Вот наше изделие. Мы будем сейчас вязать все время по кругу, резинка 2 на 2, на ту высоту, которая вам необходима. А потом мы с вами встретимся и будем формировать макушечку. Ну вот я связала свою шапочку на высоту. Вот у меня получилось 24 сантиметра. И теперь мы с вами будем делать припуски на спуске по макушечке, да. Значит, у меня на каждой как бы половинке 56 петель, 56 здесь и 56 здесь, да, всего 112. Вот посерединке я повесила маркер. Значит, мы будем делать как бы 4
сегментами убавления. И вот для себя я сразу разделила вот первый сегмент, второй сегмент и так дальше. И вот здесь повесила маркеры посерединке ровно. Это будет вот эта вот как бы дорожка, по которой мы будем делать спуски. Да? Вот их 4 штуки. Ну, 4 раза мы сейчас будем делать с вами спуски. Значит, мы начнем сейчас первый ряд наших спусков. Еще хочу вам сказать, что вот у меня что осталось от первого моточка. Это 100 грамм у меня ушло. Ну, еще чуть-чуть, наверное, там. Но, словом, второй моточек нужен, чтобы такую подлиннее шапочку сделать. Итак, первый ряд наших убавок. Вяжем, значит, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть мы провязываем 8 петель без изменений. Потом вот эта лицевая дорожка из 2 лицевых петель до основной. Мы здесь 2 петельки вместе провязываем 1 петлей. Я вяжу классикой, значит, я стенку менять не буду, да? Потом мы провязываем опять 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующие 2 лицевые петельки мы провязываем вместе с наклоном влево. В данном случае мне надо будет поменять стенку и провяжу их вместе. Вот это первый ряд наших убавок, да. Здесь мы убираем только 2 по одной с каждой стороны, всего 2 петли в каждом, так называемом раппорте, да. Значит, мы вот сейчас убираем, у нас вот этот спуск, видите, здесь вот из 2 лицевых 1. Вот мы сейчас вот это проделали. Теперь мы вяжем дальше, продолжаем вязать до нашего следующего. Значит, до маркера, который делит наши раппорты, мы провязываем просто опять резинкой. Ничего здесь не изменяется у нас. Так, теперь следующий раппорт спусков, да? Опять мы вяжем 8 петель резинкой. 4, 5, 6, 7, 8. Опять мы подошли вот к косичке из лицевых петель, которые рядом с основной. Здесь мы тоже эти 2 петельки провязываем вместе лицевой. Дальше вяжем опять по рисунку 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И теперь здесь 1 петельку убавляем. Здесь нам надо перевесить стеночки, да? Опять-таки повторяюсь, я вяжу классикой. Провязываю 2 петельки вместе. И опять до конца этого раппорта мы провязываем просто резиночкой 2 на 2. Теперь разворачиваемся. И здесь у нас то же самое. Здесь у нас опять получается 2 раппорта. Мы опять должны сделать то же самое. Убрать по 1 лицевой. Да? Значит, вот этот закончите ряд самостоятельно. И следующий ряд мы вяжем без убавок, так как у нас смотрятся петельки. Да? Значит, там, где у нас будет 1 вот, лицевая, я вяжу просто 1 лицевую. В остальных все по рисунку, да? Значит, вот сейчас вот этот 2 еще спуска вы сделаете, и потом второй ряд нашего как бы раппорта провязывайте по рисунку. Так, третий ряд. Опять мы начинаем 8 петель, провязываем резинкой 2 на 2. 4, 5, 6, 7, 8. Теперь смотрим. Лицевая, провязываем лицевую. И вот эти 2 следующие изнаночные мы должны сократить 1 изнаночную. Одну я провяжу изнаночную, а вот эту вторую провяжу вместе с лицевой, которая идет у нас по основной косичке. Для этого я их перенесу на правую спицу, обе петельки, подхвачу сзади изнаночную, это чтобы поменять их местами. Вот я их поменяла местами. Потом вот эту лицевую еще надо поменять у нее стеночку, так как я вяжу классикой, и провязываю эти 2 петли вместе лицевой. Вот видите? Также мы делаем со второй. Здесь единственное, что менять местами не надо, я просто меняю стенку на лицевой петельке и провязываю их тоже 2 вместе. И вот видите, наша
основная косичка у нас остается, а петельки у нас извиняюсь, потихонечку сокращаются. И дальше вяжем по рисунку до конца раппорта. Вот. И так мы должны в этом третьем ряду повторить еще 3 раза. То есть вот в каждом сегменте мы сделаем то же самое. Значит, вот сейчас этот третий ряд давайте закончим самостоятельно. Так, 4-й ряд. В 4-м ряду мы теперь должны будем сократить вот по 2 петли с каждой стороны от нашей основной косички, да, вот здесь изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Я пробовала много вариантов, как это сделать, чтобы красиво продолжалась вот эта наша косичка. И вот я как бы нашла этот способ, мне он показался самым приемлемым. Поэтому я покажу, как я это делаю, да. Для этого нам понадобится 2 дополнительные спицы. Ну, вот тоненькие чулочные 2 спицы. Значит, как мы делаем? Начинаем. Вяжем опять 8 петель в начале ряда, в начале раппорта резинкой 2 на 2. 4, 5, 6, 7, 8. Теперь дальше. Я беру первую дополнительную спицу, переснимаю лицевую, изнаночную. Переснимаю их на эту спицу и вот как бы ее завожу вот так назад. Потом на правую спицу, на основную, я переснимаю 2 лицевых петли, это наших основной, вот нашей косички. Беру вторую спицу и переснимаю следующие 2 петельки. И завожу тоже опять назад. И вот эти 2 петли, которые мы переснимали на правую спицу, возвращаем их теперь назад на левую спицу. И что у нас получилось? Вот смотрите, у нас получилось сзади 2 дополнительные спицы, на каждой по 2 петельки. Вот их как бы вместе складываем. И 2 петли у нас на основной спице. Теперь что мы делаем? Я завожу в первую петлю на основной спице. Потом ищу первую петельку на второй спице. Тоже туда вот ввожу. И первую петельку на третьей спице. И тоже туда протягиваю спицу. И теперь по очереди мы провязываем петельки на каждой спице. Вот на задней провязали, спустили. Теперь на второй провязали, спустили. И на основной спице тоже провязали петельку и тоже ее спустили. Теперь эту ниточку подтянем сзади и повторяем ту же самую процедуру. Мы что делаем? Опять на основной спице ввожу петельку, на первой дополнительной, на второй дополнительной и провязываю каждую петельку. Одну провязала, вторую провязала и третью провязала. Все, мы это сделали. Вот здесь так немножко расправляете. И вот посмотрите, что у меня получилось. Вот видите? Вот эта косичка, она как бы остается. И все нужные петельки мы убрали. И заканчиваем раппорт. Вяжем его просто по рисунку. И так нам надо с вами сделать еще 3 раза, да, вот в каждом раппорте. Ну, давайте сделать это самостоятельно. Теперь, что мы дальше делаем? Теперь у нас еще надо 4 ряда, 5, 6, 7 и 8 мы вяжем просто по рисунку, мы ничего не делаем. И на этом наш раппорт в высоту спусков заканчивается. У нас раппорт 8 рядов в высоту, да. Значит, вот смотрите, мы вот эту одну часть как бы сделали, и потом нам надо будет, когда закончим, еще один раппорт наших спусков, да, значит, как бы 2 раза мы так спускаем. Поэтому сейчас мы с вами свяжем 4 ряда просто по рисунку, потом мы с вами встретимся, и опять вам напомню, как мы будем дальше делать. Ну, вот я провязала 4 ряда, и в общем первый раппорт наших спусков вот у нас закончится. Вот начинали мы, вот где мы лицевые сокращали, вот этот раппорт 8 рядов, мы его сделали. Сейчас нам надо будет сделать в той же последовательности еще раз, да. Вот видите, мы здесь у нас первый раппорт, потом мы второй раз еще то же самое должны сделать. Значит, мы должны провязать сейчас еще 8 рядов в той же последовательности. Я не знаю, ну, вряд ли, конечно, вы все запомнили, но
Во-первых, вы можете прокрутить видео, посмотреть, как мы делали, или я вам сейчас кратко напомню. Единственное, что в начале ряда, если мы делали 8 петель сначала, сейчас мы будем делать только 4 петли, да? Мы провязываем 4 петли в начале ряда. Потом в первом ряду мы вот из 2 лицевых делаем одну с каждой стороны от нашей дорожки. Вот эти, да? Значит, здесь наклоном влево, здесь наклоном вправо. Это у нас первый ряд. Второй ряд мы вяжем просто по рисунку. Третий ряд мы убираем по одной изнаночной вот с каждой стороны от дорожки, да? Вот эту изнаночную провязываем, а вот эту соединяем вместе с лицевой. Меняем их местами и провязываем вместе. А здесь провязываем вместе с этой изнаночной. Меняем стенку. Это у нас третий ряд. В четвертом ряду мы убираем уже по 2 петли с каждой стороны от дорожки, используя наши дополнительные спицы. Это четвертый ряд. А 5, 6, 7, 8 вяжем по рисунку. Вот давайте мы сейчас провяжем с вами еще 8 рядов и потом уже выйдем на финишную прямую. Ну вот, я довязала 8 ряд, и теперь у нас как бы мы 2 раза спуск сделали. Вот посмотрите, какие у нас они симпатичные получились. Когда вот постирается, все это будет видно. Вот смотрите, видите, какая красивая у нас получили спуски, да? И теперь нам осталось сделать еще, я думаю, 2 ряда. Вот смотрите, у меня сейчас по 24 петли на каждой спице, да? Здесь 24 и здесь 24, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? 12 пар по 2, 24, 24 и 24. Значит, что мы сейчас делаем с вами дальше? Мы, значит, берем вот эти все наши петельки и мы их связываем попарно. Лицевая, 2 лицевых, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 изнаночная. И так вот мы сейчас с вами довяжем этот ряд. Вот уже можно маркер убрать. Все, этот ряд я довязала, у нас петли сократились. Теперь у меня на спице уже 12 петель. И теперь мы еще один раз делаем и сделаем опять все по 2 петельки. Будем лицевую вместе с изнаночной, лицевую вместе с изнаночной. И у нас получится теперь на каждой спице по 6 петель. Вот, смотрите, ряд уже заканчиваем. То есть половинку я закончила. Вот у меня здесь 6 петель с этой стороны. Теперь разворачиваемся и заканчиваем здесь. Здесь тоже сейчас должно у нас получиться 6 петель. Мы свяжем 6 пар вместе. 2, 3, 4, 5 и 6 последних. Все. Вот мы закончили нашу шапочку. У нас сейчас здесь 12 петель, которые мы сейчас просто стянем ниточкой с иголочкой. Да? Вот я беру иголочку, вот эту нитку от клубка, я могу теперь обрезать, и мы ее вставим в иголочку и стянем эти петли. Причем вы начинаете стягивать петли там, где вот вы закончили вязать. Вот сейчас мы здесь закончили вязать, вот у нас нитка, мы отсюда начинаем. Если вы начнете с другой стороны, у нас потянется и распустятся все наши петли. Значит, будьте очень внимательны, да, вот с этой стороны я начинаю переснимать петельки на иголку. Вот с этой стороны 6. И теперь переходим на другую сторону. Здесь у нас тоже их 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6. Все, мы сейчас подтянем эту ниточку. И вот смотрите, мы сейчас вот здесь вот нитку затянем. Вот наше колечко, мы его затянем. Можно еще раз так вот в петельки ввести нитку.
Так, еще раз по кругу. Все, вот у нас макушечка, мы ее закончили. Теперь мы можем нитку вывести наизнанку. Все, вот посмотрите, какая у нас получилась макушечка. Вот. Видите, какая красота у нас получилась. Теперь что мы должны с вами сделать? Мы вот эту ниточку, которая снизу, мы ее тоже заправим. Сейчас я вам покажу, как это лучше сделать, чтобы ее не видно было, да? Вот смотрите, я ее вставила в иголочку. И теперь смотрите, вот это, в принципе, у нас лицо шапки, да? Но когда вы сделаете отворот, вот это будет изнанка. Значит, мы можем эту ниточку с вами спрятать. Вот, условно, сейчас это лицо, но когда будет отворот, он уйдет, то есть вот это все уйдет наизнанку, и этого не будет видно. И вот смотрите, у нас вот первая косичка, так вот в каждую, вот так смотрите. Я раз вставила, 2, 3, и вот она как бы за эту косичку, видишь, она, видите, у нас ниточка напрячется, ее и не видно совсем будет. Вот так, так. Потом я насквозь косичку пройду и развернусь и сделаю то же самое в обратном направлении немножко. Все, и протяну ниточку. Все, она у нас заправлена, ее не видно будет, и вот здесь ее можно будет обрезать. Все, вот наша шапочка готова. Сейчас мы ее постираем, и я думаю, что не думаю, я знаю, что все эти петельки они расправятся, и будет вот эта макушечка у нас такая вот красивая. Ну, посмотрите, да? И вот я сказала, что вот эта серая шапочка у меня немножко длиннее, чем коричневая. Вот посмотрите, она ровно на 2 сантиметра длиннее. Поэтому вот смотрите, как вам нравится, кто как хочет, да? Вот это у меня здесь 22 сантиметра до спуска, а здесь 24 до начала спуска. Теперь, как я раз повторила, мы эту шапочку постираем. Я стираю вручную, добавляю воду, немножко средства специально для шерсти, а потом уже полощу и кладу ее в машину для, ну, чтобы ее отжать немножко, да, есть специальный режим центрифуги, и вот через центрифугу пропускаю, и ничего страшного, потом они хорошо сохнут. Вот и все, что я хотела на сегодня вам показать. Наша шапочка готова. Пожалуйста, кому нравится, вяжите вместе со мной, и я буду очень рада. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.